Всем привет, и я вас приветствую на моем канале Just Go Game. В данном видеоролике вы посмотрите и полностью овладеете программой для записи стриминга, для вашего чатинга OBS. Меня очень давно просили о том, чтобы я провел подобный гайд, и да, вы дождались. Возможно, данный гайд будет разделен на несколько частей, скорее всего на 4, потому что гайд будет не маленький, а я не подражаю большинству каналов и не хочу набрать максимальное количество просмотров на то, чтобы уделять конкретной тематике максимум внимания, хотя в этом смысла нету. И выводить вас на максимальное количество просмотров и тем самым раскручивать канал. Моя цель того, чтобы вы наконец-то поняли, как работает эта программа, максимально вам помочь и быть полезным, а не просто халявным накрутчиком лайков. Погнали! Давайте рассмотрим подробно OBS, начиная с настроек. Первое, общий язык, это понятно, тема тоже, думаю, понятна. Меня устраивает тема Dark, она более простая, не режет глаз и удобно смотреть. Открывать окно статистики при загрузке. Ну, это просто окно статистики, мне оно не нужно. Открывать окна OBS от захвата экрана. Тоже не обращайте внимания. Канал обновления, отключение бета-версии и так далее. Это все, что касается обновления. Думаю, тут все понятно. Показывать окно подтверждения при запуске трансляции очень сильно спасает. Остановка трансляции тоже очень сильно спасает. Много раз я рубил трансляцию, и позже, когда мы поговорим с вами о расшир, о горячих клавишах, вы поймете, почему это нужно. Показывать окно подтверждения при остановке записи. То же самое. Привязка расположения источника. Настройки у меня такие. Это все, в принципе, по названию понятно. Проектор, область уведомлений при просмотре, это все не задействую в повседневной жизни, поэтому тут я вам, увы, не помогу. Режим студии. Режим студии — это то, как я сейчас начал данное видео и перешел на него. Что происходит? Как это делается? Вы нажимаете режим студии прямо во время стрима, и для того, чтобы не было дикой паузы, чтобы не было колупания мышки на экране и так далее, чтобы зрители этого не видели, вы нажимаете режим студии, и пока открытый режим студии, вы можете делать вот это все, и у вас как бы сцена не поменяется. Далее вы выбираете сцену, на которую надо перейти, выбираете, вот у меня, допустим, превью, да, или давайте посмотрим, что у меня здесь. Вот такая вот заставочка, да, я ее выбрал. Все, я выбрал сцену 2. Мы выбираем просто сцену. А в самой сцене, как в обычной настройке, да, вот какой вы обычно стрим настраиваете, все будет вот так. Вот, соответственно, выбрал сцену 2, нажимаю переход, и вы начинаете видеть вот это. Нажали еще раз переход, вернулись в исходное состояние. Так вы можете делать, например, паузы на стриме, да, то есть у вас есть, допустим, у вас стрим по гонкам. Стрим по гонкам, вы выбрали гонки. Тематика у вас гоночки. Так, изображение будьте добры. И вот там идет такая вот заставка. Это помогает вам, соответственно, делать ваш контент более качественным, более презентабельным, и зрители не видят всех вот этих колупаний, как вы в процессе онлайн включаете картинку, вот как я сейчас сделал, да, а сразу они получают желаемый результат. На этом мы тему закрываем. Дальше погнали по настройкам. Мультиплеер. Переключение сцен щелчком мыши. Поставьте все вот так. Не вдавайтесь в подробности. В принципе, это не нужно. Трансляция. Здесь вы выбираете сервис, через который будете стримить. Если у вас любой сервис, не подходящий сюда, будь то, допустим, Trova или какой-то другой сервис, или вы стримите через несколько сервисов, выбирайте настраиваемый. Если нет, вы можете, в принципе, использовать логин и пароль, когда вы выбираете конкретный сервис, он у вас будет спрашивать логин и пароль, вы логинитесь. Я, в принципе, использую всегда настраиваемый по поводу сервера. Если вы используете YouTube, и вы используете YouTube в 2К разрешении,
то вам надо будет зайти на ваш канал, творческую студию. Секунду, оно подумает. Дальше создать трансляцию. Дальше здесь по трансляции выбираете задержку, это понятное дело, кстати, почему мало стоит. Так, ключ трансляции. Здесь создать ключ трансляции, вот ключ трансляции, создать ключ трансляции. Выбираете название 2К. 2К я сказал. Ну, короче, описание. Выбираете RTMP, не заморачивайтесь, просто RTMP. Выбирайте разрешение. Если 4К, то 4К, 2К, то 2К. Я объясняю, почему. Для использования серверов до 1080p используются обычные сервера. Для 2К и 4К используются отдельные сервера с более лучшим кодеком. То есть качество видео будет намного лучше. Я даже делаю такую хитрость, как делаю масштабирование своего 1080 до 2К и шлю его через трансляцию на 2К. И, соответственно, сохраняете. Вот у вас появилась эта тема, и у него будет отдельный ключ, отдельный URL. И, соответственно, вставляете URL вот сюда. Сюда вставляете ключ трансляции. То же самое для Твича, то же самое для Тро. Вы ищите в настройках трансляции, ключ трансляции, URL трансляции. Все запихиваете сюда. После чего нажимаете «Применить». Погнали дальше. Вывод. Здесь мы с вами чуть-чуть задержимся. Значит, трансляция — это те настройки, которые будут уходить на трансляцию. Здесь у меня стоят настройки трансляции YouTube. Здесь вы выбираете настройки звуковой дорожки. Сейчас у меня эта функция не активна, потому что идет запись. Я не знаю почему. Активно, хрен знает. Почему я не могу ее настроить? Трансляция не идет. Вась. Ладно, не суть важно. Тут вы выбираете... Да ну как не важно-то? Очень большое внимание уделяйте кодеку. Очень часто я встречал проблемы у стримеров тем, что они выбирают неправильный кодек, потом удивляются, у меня все висит, как так? А очень просто, смотрите, если вы выбираете кодек X264, то далеко не каждый... Так, давайте определимся. Смотрите внимательно, я не помню, как он точно называется, чтобы вас не вводить в заблуждение. Есть два кодека AV1. Один через процессор идет, а один AV1, по-моему, он вот так называется. NVENC или HEVC. Или NVIDIA. Не помню, вот честно скажу. Значит, изначально, когда появились карты 30-й серии, да, то есть 3060, 3070, 3080, NVIDIA анонсировал поддержку данного кодека на данных видеокартах. Это было достаточно недолго, месяц, что ли. И после этого поддержку закрыли. На всех драйверах удалили. То есть даже если вы скачиваете старые драйвера, я пробовал откатывать драйвера очень назад, там чуть ли не до 2 лет, нигде этого кодека ни в одном драйвере не нашел. Ну, вот, соответственно, тем, кому повезло, и в этот период установили эти драйвера, у них реально этот кодек есть, и он реально работает на видеокарточках 30-й серии. Но если они обновят видеодрова, да, то у них этот кодек пропадет в OBS. Что это за кодек? Это кодек AV1, то есть как на огрызках, то есть iPhone и так далее, да, но уже более современный, он имеет большую степень сжатия, то есть я не помню, по сравнению с H264, если я не ошибаюсь, я могу путаться в цифрах, но это приблизительно, не придирайтесь, H265, по-моему, имеет продуктивность по отношению к этому кодеку 30%, а AV1 имеет продуктивность к этому кодеку 40%, по-моему, так.
То есть, чтобы вы понимали, у вас есть 100 мегабитный канал, да? 100 мегабитный канал. 100 мегабитный канал, и у вас будет корректно работать ваши стримы до 100 мегабит, соответственно. Ну, если эту карточку выдержит, конечно. Хотя, в принципе, толку в этом нету никакого. Ну, я ставил на запись у себя на видеокарту, на запись ставил 50 тысяч кодек и 75 даже тысяч ставил. Но меня, сказать честно, видеокарта чуть не подохла. Вы учитывайте, что у вас не обязательно канал должно интернета хватить, у вас еще видеокарты и памяти должны хватить. Ну, не суть в этом. Ну вот, и в этом, ну, суть не в этом. Суть в том, что, допустим, вы стримите на YouTube на кодеке 25 тысяч, имеете определенное качество картинки, да, допустим, качество картинки 100% с кодеком H264. Ну, вот, соответственно... Да твоя мать, ты издеваешься. Осуждаю за твою мать. Вы можете поставить битрейт 20 тысяч и с таким же успехом, 100% качеством картинки стримить на кодеке H265. Неплохо. А можете поставить битрейт 15 тысяч и иметь такое же стопроцентное соотношение по качеству картинки, но уже на кодеке AV1. Неплохо? Теперь давайте посмотрим. У вас есть канал Twitch. Вы недавно начали стримить, у вас еще нету партнерки, и все, что вам разрешено, это 6 тысяч. Ну, правда, на 720p, поэтому, в принципе, влияния-то особого не будет. Но на YouTube вы стримите начальными 9 тысяч битрейт. В кодеке, допустим, H264, да? 264. А Twitch вам не позволит сделать 9000. У вас будет черный экран. Или больше 725, у вас будет черный экран. Имейте это в виду. Трова и Twitch при стриме больше 725p и больше 6000 кода битрейте, у вас будет черный экран, у вас стрим не запустится. То есть он у вас будет показывать, что трансляция началась, но будет черный экран. Имейте это в виду. Имейте это в виду. Многие с этим сталкиваются, не могут понять, что от них требуется. Вы можете стримить на Twitch 6000 битрейтах, но с кодеком AV1, и у вас качество будет как YouTube на 9264. Круто же? У вас будет очень качественная, сочная картинка, которая даже в растяжении на весь экран будет ничуть не хуже, чем вот это. Поняли? Если поняли, отпишитесь в комментарии. Поэтому, значит, если у вас карта, если у вас в OBS есть кодек NVIDIA NVENC, ставьте его. Он лучше, это H265, чем 264. Он намного производительный и более эффективный. Если у вас карта, видеокарта от NVIDIA с 40 серией, то ставьте кодек AV1. Но учитывайте один, кстати, нюанс. При записи и при стриме иногда бывают сбои в кодеке самого Ютуба. Я не оговорился, именно самого Ютуба. И картинка становится битая. В ней появляются какие-то пиксели по всей площади. Вот. Розовые оттенки и так далее. Это ошибка кодировщика YouTube, потому что кодек новый, еще не все сопоставлено, еще не все согласовано, бывают вот такие вот дефекты. И на записи тоже такая фигня происходит, это уже, естественно, не YouTube, это уже сам кодек, бывают вот такие галлюциногенные вещества у него, бывает такое, да? Поэтому учитывайте этот момент, что если у вас такое есть, то это прохождение по новой или несколько часов работы впустую, поэтому на ваше исключительное усмотрение. Но качество картинки с этим кодеком будет в разы лучше. По отношению к H264 это будет в 2 раза лучше. Здесь в 1,5 раза лучше. Это вам надо понимать. Если у вас карта AMD, то там будет, соответственно, кодек AMD. Имейте в виду, что чтобы там не было значения X. Если X, это через процессор. Через процессор это очень важно.
Вот эти вещи я оставлю. Да я, в принципе, вот так вот в описании закину, чтобы вам паузу не ставить, да, чтобы вам не скриншотить. Я прям в описании под видео это оставлю, вот эту, то, что я тут навалял. Погнали дальше. Масштабирует вывод. Что это такое? Видео разрешение. Блин, я не могу здесь ничего сделать, пока у меня идет запись. Значит, смотрите, вы выбираете базовое разрешение. Базовое разрешение моего монитора 16:9 и 1920 на 1080. Разрешение вывода масштабное. Это о чем говорит? Он берет вот эту картинку и масштабирует ее до вот этого значения. Какие нюансы и последствия этого могут быть? Да, смотрите, если вы будете стримить в вот этом разрешении, то есть 16:9, 1920 на 1080, но на сервер 2К, то вас YouTube, будет не любить очень сильно, потому что он будет постоянно ругаться, что ваше разрешение не соответствует заявленному. И, в принципе, наверное, логично, да, вы используете аппаратные ресурсы YouTube для корыстных целей, то есть некрасиво. Плюсы и минусы. Когда вы смотрите данные видео на самом YouTube, в трансляции или в записи, картинка становится чуть более размытая. Картинка становится чуть более размытая. Видите, есть небольшое такое легкое размытие. Но при этом она и обрабатывается кодеком сервера YouTube более лучше, там меньше артефактов в темных углах, знаете, в темных местах такие квадратики появляются. То есть вот этого вы лишаетесь, этого уходит. А также на большой скорости, где-то вы там на машине катаетесь и так далее. Но когда вы стримите чисто через 1920 на 1080, у вас картинка более четкая, но больше артефактов по более бедному кодеку. То есть тут выбор только за вами исключительно. Я вот, если честно, уже склоняюсь либо покупать монитор 2К разрешения, чтобы вот этой лабудой не страдать, да, либо проводить хитрости через панель управления NVIDIA, где идет масштабирование разрешения, либо, соответственно, просто перейти обратно на 1080, потому что, мне больше нравится, когда картинка четкая, нежели она чуть-чуть размыленная. Чуть-чуть, но все-таки. Потому что, четкость это да. Хочу уточнить, допустим, если вы делаете так, вот здесь 1080, здесь 1080, тут выбираете 25, то есть 2К, то это никак не повлияет ни на производительность. Вернее, безусловно, если вы масштабируете вывод, это даст определенную нагрузку на видеокарту. Имелось в виду, что если вы попытаетесь повысить четкость видео, меняя входное разрешение, размер холста, или выходное, делать это через вывод или через видео настройки, это все равно никак не повлияет. То есть, что бы вы ни старались, у вас качество видео в данной ситуации не улучшится. Единственный доступный метод — это взять монитор 2К, и чтобы у вас изначально видео шло именно в 2К. В этом случае у вас будет четкая картинка в 2К. Любые варианты масштабирования придут к одним и тем же результатам и к одним и тем же потреблениям ресурсов. То есть манипулировать здесь бесполезно. Даже через настройки NVIDIA, размер холста и таким подобным хитростям. Надеюсь, это мы закрепили. Значит, по поводу выбора. Изначально у вас в настройках здесь не будет цифры 2К. То есть вам надо будет ручками набить 2560, английской буквы X, и дальше 1440 нажимаете «Применить». После этого в выводе она у вас появится. Если она у вас в выводе не появилась, точно так же сюда вот мышкой прям тыкаете и вводите 2560 на 1440 и, соответственно, «Применить». Управление битрейтом для YouTube я у себя, вы можете делать по-другому, ставлю обязательно CBR. CBR — это жестко заданное число, количество битрейта, которое вы ставите. Если ставите VBR, то VBR будет выбирать битрейт в зависимости от нагрузки на вашу видеокарту. То есть, если ему показалось,
то у вас проседают кадры, проседает что-то еще, он уменьшает битрейт, он уменьшает его. И, соответственно, у вас уменьшается качество картинки, но разгружается система. Но, как вы понимаете, вы, допустим, ужаты жестко по вашей видеокарте, по операционной системе, обновление у вас не скоро, и вы хотите потерпеть немного, играть с небольшими лагами в игре, но чтобы это красиво выглядело на стриме или в записи, то вам надо ставить CBR. Если вы поставите VBR, то у вас в игре-то как раз будет, из-за просадок в игре будет ужиматься качество в записи или на стриме. Поэтому всегда выбирайте CBR. Я ставлю 25 тысяч для YouTube. Это, на мой взгляд, оптимальная цифра. Но на самом деле, таблица... Так, и вот у вас, соответственно, битрейт при кодеке, рекомендуемый при кодеке H264, у вас при 1080 рекомендовано 12 мегабит при 60 FPS. Раньше, кстати, было 9 мегабит, сейчас уже стандарт 12 мегабит. На 720p рекомендовано 7,5 мегабит при 60 FPS. Если у вас Twitch или Trovo, то ставьте 6000 мегабит, 6000 и, соответственно, 720p. В противном случае, если у вас нету партнерки, нет там второго уровня и так далее, у вас будет черный экран. Имейте это в виду. Соответственно, рекомендовано 12 мегабит. Я эту таблицу потом обязательно вставлю. Вот. Но я ставлю 25 тысяч. Это вот, на мой взгляд, личный, субъективный. Имеет минимальное количество артефактов картинка. И тот порог, когда ты уже начинаешь делать больше, 26, 27, 28, но фактического эффекта это не приносит. Небольшая ремарка: если у вас разговорный стрим, например, чат-рулетка и им подобные, или у вас статичное изображение, то вам хватит вполне с головой и 6000 битрейт. Ставить битрейт есть смысл больше, когда активное движение на экране, такое как игры и тому подобное. Рекомендуется ставить среднее качество, высокое, двойной проход, качество main. Я делаю вот так, это уже на ваше усмотрение. Это более большая нагрузка на видеокарту. Больше нагрузка на видеокарту. Здесь психовизуальная корректировка, Visual Tuning включает настройки кодировщика, оптимизирующие использование битрейта. То есть, по сути, то же самое, уменьшает немного битрейт в каких-то местах по кадрам, но улучшает качество картинки. Можно ставить предугадывание, Lockhead использует картинки, то есть по принципу DLSS. То есть включать динамические бэккадры, если отключить кодировщик, тогда будет использовать количество бэккадров, указанное максимум битрейт. Если, конечно, включено, то увеличит визуальное качество изображения путем использования любого количества бэккадров. То есть, но смысл такой, он использует свое количество бэккадров, и из этого, ну, допустим, вот вы играете, он у вас сделал 3 раза, вот один кадр, вдумайтесь, один кадр у вас, один. То есть у вас 60 кадров в секунду. Он делает на одном кадре 3 снимка. Из этих 3 снимков выбирает наилучший и его впихивает. Чтобы вы понимали, максимум B-кадров, то есть это сколько он делает снимков одного кадра. То есть если делаете 2, то это уже двойная, то есть x2 нагрузка на вашу видеокарту. Если вы видите, что у вас лаги, обратите внимание на этот пункт. Если делаете 3, то это тройная нагрузка на видеокарту. Это у вас уже монстр какой-то должен стоять из серии 4070. Вот этот момент учитывайте. Значит, про количество ключевых кадров принцип приблизительно такой же, как и B-кадров. За единственным нюансом. YouTube требует, чтобы всегда было 2. Twitch и Trovo требует, чтобы всегда было 1. Я ставлю всегда 0, пускай оно само там по себе двигается, и слава богу. На записи у меня приблизительно такая же история. Настройки я использую те же самые. По звуковым дорожкам еще не рассказал. Звуковая дорожка на сразу трансляции. Я здесь выбираю звуковую дорожку 1. Значит, смотрите. У вас здесь куча звуковых дорожек, да, допустим. Вот у меня есть Cable, вот у меня
VMAUX, VMVIO, микрофон и системный звук. Бывают такие косяки, да, что вас на стриме не слышат после того, как вы полазили в расширенных настройках аудио, из-за чего это происходит. Вот у меня системный звук. У него выбраны, видите, дорожки. Когда вы записываете, у вас на записи генерируется несколько звуковых дорожек. То есть, как это будет выглядеть? И это служебные, стандартные. Как у вас это будет выглядеть? Вот у вас, допустим, идет... Господи, как это делалось-то, я не помню. Вот у вас, допустим, идет видеоряд. И дальше у него идут звуковые дорожки. Если у вас этот пункт выбран только один, то у вас будет одна звуковая дорожка. Если у вас указано 6, то у вас будет 6 звуковых дорожек. Для чего это надо? Здесь, допустим, у вас на первой звуковой дорожке у вас все 6 линий отмечены. Это основная звуковая дорожка. Здесь на второй звуковой дорожке у вас, вот здесь вот, у вас будет, допустим, только голос. А вот здесь, допустим, только системный, то есть игра, но без вашего звука. Допустим, вы монтируете видео, и где-то вы что-то так ляпнули, что это ну вообще никак не обрезать. А ляпнули вы, допустим, зачетно, прям вот зашкварно. И вам это любой ценой надо как-то вырезать, но при этом, чтобы не пострадал звук игры. Или наоборот, вам надо оставить запись голоса, но, допустим, вам надо обрезать немного игру, да, то есть обрезать немного игру, и чтобы при этом не пострадал голос. Вот эта ситуация помогает. Или, допустим, у вас еще одна дорожка есть, называется Discord. Кто-то из ваших тиммейтов там матерится там и так далее и тому подобное. При редактировании видео вы вырезаете ту часть, которая вам не нужна, при этом не страдают остальные звуковые дорожки, понимаете, да? То есть вот эту звуковую дорожку, где вообще весь звук, вы удаляете, оставляете ваш голос, системный звук, где будет звук игры, и, соответственно, Discord. И в Discord вы вырезаете ту часть, которая вам не нужна. Это очень полезная вещь, поэтому у меня она всегда активирована. Но имейте в виду, не все редакторы позволяют работать с несколькими звуковыми дорожками. Допустим, как-то там DVX Movie, нет, не DVX Movie, Movavi, который наиболее часто используемый редактор, не позволяет работать с несколькими звуковыми дорожками. Им позволяет, если я не ошибаюсь, могу наврать, CapCut позволяет работать с несколькими звуковыми дорожками. DaVinci, Sony Vegas позволяет работать. Остальные вроде бы не позволяют. Если вы что-то знаете по поводу, какие еще позволяют. Таким образом, еще один нюанс, да? Вот у вас, допустим, микрофон. Чтобы вы понимали, как я сейчас накосячил, когда я просто убрал галочку с первой дорожки, то звук на микрофон перестал писаться, потому что он у меня не отмечен. Вот именно для этого нужны дорожки. Когда я монтировал видео, я взял звуковую дорожку номер 2, то есть которая у меня с голосом, и вставил ее сюда. В противном случае контент был бы потерян на то время, пока галочка была снята. Если вы, допустим, выбрали, поставили ему цифру 2, а цифру 1 не поставили, то здесь как раз в настройках вывода вот стоит звуковая дорожка. Это тот звук, который главный уходит на YouTube. Особенность стримов. Когда вы стримите, у вас он воспринимает только одну дорожку. Если у вас выставлен там 2, 3, 4, 5, 6, он это увидеть не будет. Я уже так косячил, я уже это понял. То есть, когда вы настраиваете запись дорожки, запись звуковой дорожки, у вас обязательно на всех дорожках должна стоять цифра 1. То есть та, которая уходит на стрим. Понятно? На всех. И дальше уже потом вы их разделяете. Вот, у меня вторая дорожка будет микрофон, отдельная линия записываться. Дальше Cable, это Discord. Третья дорожка у меня будет. То есть, чтобы вырезать. Дальше VMVIO, это основная системная четвертая дорожка. Пятая дорожка у меня будет AUX, но она не используется пока что. Шестая у меня будет системной. Ну, вот, соответственно, все вот эти дорожки, они, видите, отдельно будут созданы отдельной дорожкой. И я могу каждую из них отдельно редактировать и не потерять при этом важные звуки мне, да, то есть игры там или еще чего-то.
Это очень важно. Это реально очень важно и сэкономит вам кучу нервов и кучу времени в поисках, как решить данную ситуацию. Но не накосячьте. На всех дорожках обязательно должна стоять цифра 1, а дальше уже как хотите. Присваивайте им отдельный номер, и они будут идти отдельной звуковой дорожкой. На стрим они всегда будут идти номером 1, а на запись они уже будут тем номером, который вы указали. С этим мы разобрались. Дальше. Запись. Видите, то же самое. Дорожки, которые учитывают путь записи, я думаю, это и так понятно. Здесь мы тоже разобрались. Аудио везде выставляйте дефолт, как бы тут колдовать не надо. Буфер повтора. Что такое буфер повтора? Это тоже нагрузка на вашу видеокарту. Включайте буфер повтор 20 секунд, и у вас будет возможность поставить горячую клавишу остановить повтор. То есть вы устанавливаете остановить повтор, и, соответственно, у вас сохраняется последние 20 секунд. Допустим, вы не пишете всю игру, да, а пишете только моменты. Или, допустим, вы стримите, но хотите создать шорт с каких-то моментов с вашей игры, но не хотите при этом скачивать целый стрим, да, искать этот момент отдельный. Но для таких ситуаций, допустим, вы выставляете буфер повтора, выбираете ему количество секунд необходимое. Кстати, в Streamlabs оболочки OBS, Streamlabs, чтобы вы понимали, это оболочка, накатанная на OBS, то есть это тот же самый OBS, но с небольшими плюшками, заманухами, так сказать. Но по факту мне удобнее в OBS, ну, каждому свое. Максимально можно выставить только 20. Как обойти это ограничение, я без понятия. Может, где-то можно открыть какой-то ini-файл, если кто-то знает, расскажите, поделитесь, пишите в комментариях, будет очень приятно это узнать, потому что я весь мозг сломал, пытаясь обойти это ограничение. Включить буфер повтор 20 секунд, и, соответственно, по короткому нажатию клавиши у вас сохраняется 20 секунд видеозаписи, которую вы потом можете отредактировать и сделать из него shorts. По поводу еще одного момента, здесь будет обычный, то есть режим выбора обычный, ставьте расширенный, чтобы все это было, иначе вы всего этого не увидите. Дальше, аудио. Частота дискретизации, это все настройки у меня стоят дефолтные, смысла сюда особого нету. Микрофон ставьте, чтобы ошибок не было, свой по факту, то есть чтобы лишнего геморроя не возникало. Потому что изначально при создании сцены 1 у вас используется микрофон по умолчанию, и он как раз выбран вот здесь вот. По видео здесь мы с вами почти все разобрали. Выставляете соотношение холста, соотношение сторон, и, соответственно, выбираете масштабирование, будете вы его делать или нет. Дальше фильтр масштабирования выбираете обязательно метод Ладжоша, четкое масштабирование 36, выбрать самое лучшее качество. И общее значение частоты кадров ставьте 60. Больше смысла нет, потому что поддержка на YouTube идет именно 60. Ну, там фактически 59-95, ну, не суть важно. Горячие клавиши. Очень важный раздел, очень полезный и редко кем используется, и довольно зря. Что это вам позволяет делать? Если вы используете один монитор, используете два монитора, но вам не хочется мышками елозить, постоянно переключаться с игр, которые этого не любят, то есть переключили с игры, она залагала и вылетела, используйте короткие клавиши. Вот у меня выбрана короткая клавиша для начала трансляции. По ее же нажатию, по нажатию этой же комбинации у меня трансляция заканчивается. То же самое с записью. Я запись начинал именно по этому сочетанию клавиш. И если я ее нажму, запись остановится. Приостановить запись, поставить запись на паузу. Допустим, я сейчас делаю записи Ведьмака. И я делаю много перебежек от задания к заданию, чтобы вам не видеть этих перебежек, чтобы мне не тратить свое время на монтирование вот этих перебежек, которые никому не нужны. Я нажимаю Ctrl-Shift-P. Ну, я так выбрал. Это пауза. Пауза, то есть запись поставлена на паузу. Я добежал до нужной локации, снова отпускаю паузу и продолжаю, соответственно, записывать. Вы лишаетесь нудятины, то есть не нужно никому смотреть, как я бегаю, то есть симулятор бега, да, то есть я этого и в жизни могу посмотреть. А я лишаюсь необходимости лишний раз монтировать, а значит тратить свое время, драгоценное время, которое вам дано всего один раз. Разделить файл записи, это когда во время записи вы хотите
чтобы первичная запись закончилась, то есть не передергивать вот это постоянно Ctrl-Shift-R, да, начать остановить запись. Вы просто делаете разделить файл записи, у вас один файл отвалился и начался новый сразу же. Запустить повтор и так далее, это все понятно. Переход, это по сценам. Сцена 1, перейти на сцену, видите, у меня здесь, то есть вы можете не делать, допустим, через режим студии, а, соответственно, сразу просто сделать переход и, допустим, уйти на паузу, уже не делая дополнительных движений. То же самое сцена 2, и вы можете сделать так, то есть, допустим, я нажимаю Ctrl-2, нет, Ctrl-2, а по Ctrl-Alt-1, соответственно, я попадаю вот сюда. Изучите обязательно данный пункт, это очень собака важно. Прям очень важно. Дальше расширенные настройки, приоритет процесса. Вот это есть отдельная тема. У меня есть видео на канале, где рассказано, как работать вот с этой штукой. Если у вас карты AMD, можете поставить высокий, окей. Но я бы рекомендовал все-таки изучить, потому что, ну, вдруг у вас это тоже работает. Есть такая тема, что когда вы ставите приоритет высокий, то в диспетчере задач у вас приоритет процесса не меняется. То есть вот такой косяк OBS, он не меняет приоритет процесса в системе. И из-за этого происходят дикие лаги. То есть он думает, что у него высокий, он полноценно пытается нагрузить процессор, а его процессор посылает куда подальше, и из-за этого начинаются лаги. Почему не могут это сделать, для меня загадка. На процессорах AMD редко у кого встречается. Редко. То есть я вот сколько людей спрашивал, ну, пока утвердительно не было. Но все же я рекомендую изучить этот вопрос. Для того, чтобы решить его, у меня есть видео отдельное, оно затрагивает очень много времени, внимания, поэтому я его здесь не буду обговаривать. Я надеюсь, что вы откроете, посмотрите. Ссылку я укажу в описании. Вот, соответственно, если вы не планируете лезть в ваш реестр, смотреть мое видео, то оставьте просто средний. Не лезьте и не трогайте его. Если у вас карты процессор от Intel, то высокий, когда ставите, вам обязательно надо будет полезть в реестр. Или каждый раз, когда вы запускаете ваш OBS, каждый раз заходить в диспетчер задач, находить процессор OBS и менять ему ручками приоритет процесса на высокий. В противном случае у вас все будет дико лагать. Очень много, буквально 70% случаев лагов связаны именно с тем, что кто-то полез сюда в эти настройки, поставил приоритет высокий, и после этого у него OBS дико лагает. 70% это именно так. Остальные это те, кто выставляет на выводе кодек X264, и у них кодировка идет через процессор, а процессор этого не вывозит. Процессор Intel почти ни один, кроме современных, которые на DDR5 работают, не вывозит кодирование через X264. Имейте это в виду. Кодирование через процессор вывозит только процессор AMD. Чтобы вы понимали, я сейчас на Intel сижу, у меня нету предрасположенности к первым или ко вторым. Кодировку на X264 выдерживает только AMD, начиная с серии 5600. Имейте это в виду. Но качество картинки на X264 намного лучше, чем видеокарты. Если у вас 1050 Ti, если у вас, допустим, ну или еще ниже, да, и если у вас процессор 5600 AMD, ставьте X264 и кайфуйте на битрейте. Вы сейчас с ума сойдете. 2500. Да-да. Качество картинки на X264 через процессор на битрейте 2500 будет такое же, как, допустим, 1080 на 9000 через NVIDIA. Масайте. Но это так. Вы можете стримить, записывать на этом битрейте картинку значительно более лучше, чем на NVIDIA. Смешно, но это факт. Дальше, погнали. Видео, директ. Выставляйте настройки. Вот эти не лезьте сюда, то есть это оптимальные настройки. В принципе, здесь больше ничего не нужно. Теперь погнали с вами по... Я что-то менял, да? По источникам, по основной менюшке. Значит, начать трансляцию понятно, начать запись, остановить запись понятно. Запись виртуальной камеры. А для чего это нужно? Допустим, вы используете OBS для стрима в чате рулетки. Очень часто и очень много людей
косячат и не используют эту функцию, допустим, зря. Что она дает? Вы делаете запуск виртуальной камеры, создается в вашей системе отдельный источник видео, OBS, который будет, и, соответственно, выбираете источник, соответственно, у вас будет отдельный источник, вы можете его, он не будет жестко залочен, то есть, допустим, вы знаете, да, вы зашли в чат-рулетку, вам дается возможность выбрать источник, но если он у вас выбран для стрима вы его уже задействовать не можете. Знаете такое, да? И приходится использовать две камеры. Да не надо этого делать. Вы просто выбираете источник, выбираете вашу видеокамеру, и все. И вы этот источник хоть на 5 ресурсов используете вообще параллельно. Вам не надо использовать две камеры, одну паршивую, одну хорошую для стрима. Но это глупость, это не занимайтесь вот этим. И, соответственно, нажимаете запуск виртуальной камеры, у вас в устройствах появляется OBS Virtual камера, по-моему, так она называется, могу ошибаться. И можете ее использовать хоть на чат-рулетку, хоть на стрим, хоть куда вам угодно. Имейте в виду, это очень важная тема. Режим студии мы с вами обсудили, это переход, который не будет заметен другим. Настройки — это настройки. Значит, выход — это выход. Значит, по сценам. Вы можете добавлять сцен сколько вам угодно, в этой сцене, извините, в этой сцене вы уже можете настраивать то и что, как вы будете видеть. Вы можете создать, допустим, для чата, Рутони чат, допустим, да, вы используете Рутони чат, предположим, сейчас я вам покажу. Вы запустили Рутони чат, он появился, да? Да. У него, соответственно, есть параметр темы. И в них выбираете localhost, и, соответственно, вот эту ссылку, давайте поменяем вот на такую. Копируйте эту тему. Копирую, да? Все, и теперь, соответственно, ее сюда добавляете в браузер. Это как вариант, просто. Тут вариантов очень много, я вам сейчас все поведаю. Вставляете ресурс, нажимаете ОК, и вот у вас на экране виден чат сообщений, и ваши зрители будут видеть этот чат сообщений, понимаете, да? То есть такая интересная штука. Дальше, соответственно, заходите в Donation Alerts, копируйте ссылку для встраивания, и ссылка для встраивания, допустим, счетчиков, не счетчиков, всего вот этого дела, это все идет через браузер. Вставляете браузер. Если он у вас вот так вот регулируется, а по ширине, длине нет, вы можете ручками, двойной клик, ручками взять и, соответственно, вбить сколько вам надо. Хотите, вбили, допустим, 1500, да? Нажали ОК. Вот видите, он у вас растянулся. Дальше любой ресурс, который дает вам ссылку для встраивания, вставляйте его сюда. Дальше, если это локальный файл, допустим, есть тот же самый Рутони чат, да, который в текстовый файл записывает количество зрителей. Для чего? Для того, чтобы у вас отображался счетчик, и, соответственно, вы выставляете значение этого текстового файла, и он будет выводить циферки сюда. Туда будет выводить циферки. Некоторые чаты работают по-разному. Кто-то это в текстовый файл выводит, кто-то в виде картинки генерирует. Но не суть. Суть в том, что если это локальный файл, ставите локальный файл и указываете к нему путь. Если это URL, то, соответственно, URL. Ставите обновить браузер обязательно, иначе Donation Alert зависает. И, соответственно, обновить кэш текущей страницы, нажимаете ОК, и все, у вас Donation Alert работает. После этого вы, допустим, делаете еще один такой же. Сохраняете. После этого один на другой наводите. Нет, вру. Ctrl зажимаете, щелкнули 1, щелкнули 2, нажимаете группировать. И он находится. Группировать выбранные объекты. Выбираете Donation Alerts, DA2. Я так назвал. Вот, и они у вас находятся в группе. Соответственно, одним щелчком вы убиваете сразу, закрываете сразу все сцены. Вы можете закрывать одну сцену, можете другую, а можете разом закрывать, то есть сразу всю ее. Значит, смотрите, по поводу групп есть один косячок. Допустим, у меня есть захват игры. Вот, это танки, да? Ну, допустим, у меня еще была папка игр, но я недавно случайно рухнул настройки OBS, и все, у меня полетело к чертям. Находилась у меня эта игра в папке игры.
В ней я добавлял сцены от разных игр, и, значит, на саму папку можно добавлять фильтры. По поводу фильтров я чуть позже поговорю. Вот, соответственно, добавлял фильтры на саму папку, чтобы не настраивать каждую игру отдельно, потому что это геморроило. И произошел такой прикол, у меня перестали применяться фильтры. Категорически. Причем, наоборот, они стали применяться в обратную сторону, у меня появились досветки какие-то и так далее и тому подобное. Короче, в чем прикол появился? Ловится глюк, и все, и больше фильтры не применяются. Чтобы этот глюк отпал, надо удалить всю папку, и опять создать новую папку и в нее запихнуть. Поэтому я перестал такой херней заниматься и просто уже каждую игру отдельно настраиваю, то есть на каждую игру отдельно устанавливаю свои фильтры. Ну вот, и больше этой херней не занимаюсь. Имейте это в виду, то есть такой глюк с папками имеется. Поэтому если вы что-то добавляете в папку, имейте в виду, что если вы на них накладываете на всю папку фильтры, то это может в один прекрасный момент перестать работать. Вам нужно фильтры применять на каждую сцену отдельно. Теперь по поводу всех сцен. Захват входного аудиопотока — это добавление аудиоустройства, то есть микрофона, любого звука, которого вы хотите, который у вас есть в системе. Там хотите Razer добавьте, да, хотите Cable Input добавьте. По поводу этого ищите у меня на канале видео Westmeter Banana, как можно разделять звуки, чтобы те, кто в Дискорде общались, не попадали на Дискорд, чтобы их не было слышно, чтобы их можно было писать отдельной линии. Ну и, соответственно, как разделять звуки, как их выводить и так далее. Есть замечательная программа Westmeter Banana. Смотрите это видео, оно достаточно понятно, я очень сильно там старался для этого. Ну и, соответственно, все вот эти звуки можно здесь добавлять. Дальше. Опять же, захват звукоприложения. Это новая тема. Бывают такие приложения, которые категорически не дают звука. Вот, соответственно, ее используется. Захват игры. Захват игры, это понятно. Захват новой игры. Выбираете захват отдельного окна. И, соответственно, выбираете в нем окно. Если захват любого полноэкранного приложения, то он будет автоматически захватывать то приложение, которое перешло в полный экран. Ну и, соответственно, захват окна на переднем плане по горячей клавише. Я думаю, понятно, да? То есть и нажимаете горячую клавишу, указываете также. Вот. Дальше захват окна. Захват окна — это то же самое, что игры. Выбираете захват окна, то есть надо вам браузер какой-то захватить, чат-рулетку, допустим, да, или еще что-то из этого. Выбирайте захват окна. Смысл тот же самый. Если возникают глюки, попробуйте, в том числе, кстати, с играми тоже, попробуйте один способ, попробуйте другой способ. Допустим, в игре Метро, я не помню, честно, я уже после этого, как пытался постримить Метроху, плюнул 10 раз, уже перестал даже пытаться. Первый раз у меня работало вот так вот. Вот, соответственно, с использованием тут был. Когда выбираешь игру, там будет это защита от античита. Вот. Потом у меня проканало вот так вот. То есть пробуйте. В какой-то момент может у вас не захватиться, и пробуйте использовать разные вот эти средства. Сравнивать заголовок — это в том смысле, что каждый раз, когда вы запускаете игру, если есть такие игры, у которых название экзешника в диспетчере задач может теоретически или частично меняться при каждом запуске, имея свой уникальный код, но это зависит от того, есть у них там встроенные античиты или нет, то есть чтобы вот эти читы на них не работали, некоторые такой ерундой балуются, и, соответственно, оставьте как есть, сравнивать заголовок, в противном случае найти окно того же типа. Вот эту менюшку можете не менять, если у вас, конечно, не происходит такого геморроя. Ну вот, если вы уверены, что такого не происходит, и можете поставить заголовок окна, должен совпадать. Но оставьте как есть, вот реально. Не заморачивайте себе мозг. Значит, изображение — это добавить картинку. VLC-видео — это VLC-видео. Медиа — это любой видеоролик, который можете впихнуть у себя на стриме, допустим, вывести его сюда. Источник слайд-шоу — это слайд-шоу добавить папку, насколько я помню. Сцена. Текст — добавить текст на поле. Фоновый цвет, вот это не помню, врать не буду. Ну и добавить группу, в которую вы можете все запихнуть. Здесь мы с вами все сделали. Переходы между сценами, затухание 300 миллисекунд, это, я думаю, понятно, когда происходит переход.
сцена имеет затухание. Сцена — это понятно. Добавляйте, извиняюсь, сцену, и, соответственно, в ней добавляйте... Что я хотел сказать-то? И в ней добавляете то, что здесь необходимо. Что у нас еще осталось? Статистика. Статистика. Это использование центральной портали. Ну, самое важное в этой статистике, док-панели, вот она статистика, она очень важная на самом деле, потому что она показывает вам битрейт, который сейчас идет. Если у вас пропуск кадров, то есть когда вы стримите, вы смотрите, появились ли у вас пропуски кадров, и вы можете понимать, корректно у вас идет стрим или нет. Это тоже очень важно. Еще раз сказать, напомню, запуск виртуальной камеры вот здесь. Выбираете источник и, соответственно, выбираете, какой источник использовать для виртуальной камеры. Можете даже, в принципе, видеофайл какой-то использовать, заранее записанный, и, соответственно, его использовать для разводника, к примеру. Так, и, соответственно, у меня еще здесь было... Блин, а у меня что, он слетел, что ли? Значит, здесь пользовательские док-панели, которые вы сами создаете. Вот как я вам показывал тему, да? Вы сюда вставляете, допустим, в Рутоне, сюда адрес вашей темы и нажимаете «Применить». У вас появляется док-панель, и, соответственно, в этой панели у вас будет работать браузер. То есть он будет не на стрим, а в самом OBS вы можете, получается, добавить чатик, чтобы его видеть именно в окне программы. Нужно это вам или нет? Ну, хрен его знает, каждому свое. Мне в определенной ситуации надо. И еще один момент. Секунду. Так, ну и... К сожалению, у меня вылетела система после того, как у меня OBS я тут снес случайно. Вместе со всеми настройками улетело у меня множественный вывод. Значит, есть такой замечательный сайт, и Sarayuki — это разработчик приложения для OBS Multiple RTMP Outputs плагин. Нажимайте Go to Download. Я обе ссылки оставлю и на эту страницу, и на ссылку релиза. Там будет описание. Вниз проматывайте, там написано для macOS, для Windows 64, Windows 64 Zip и так далее. Я использую, соответственно, инсталлер, то есть Windows x64 инсталлер устанавливаю, и он устанавливается, если даже у вас OBS установлен на другой диск, допустим, у меня на диске I, а винда у меня стоит на диске C. Он вам будет предложить установить на диск C, это нормально, потому что папка Program Data, который пользуется OBS со всеми настройками, находится именно на диске C. Имейте это в виду. Поэтому не меняйте его на диск I, оставляйте его на диске C. И дальше у вас появляется вот такая штука. Для чего это надо? Я, допустим, использую сервис Good Game. Good Game — это стримерская платформа. Сейчас я вам ее покажу. Вот, прогрузилась. И, соответственно, у вас есть свой собственный канал. Это игровой канал. То есть не рассматривайте данный вариант для рестрима. Если у вас вопросы по чату рулетки, политические или не политические, да, все, что не касается игр, забудьте про этот сервис, ваш канал забанят, и все, чего вы добьетесь. Дальше заходите в настройки вашего стрима. Так, ну давай дашборд. Вот дашборд стримера, отлично. Вот, нажимаете дашборд стримера, то есть канал, дашборд стримера, и здесь у вас будут такие темы, то есть ретрансляция на Twitch бесплатная, ретрансляция на Trovo, на ВК, на YouTube, вообще на любой сервис. Но есть нюансы. Смотрите, если у него с момента начала стрима, вот вы нажали стрим, да, и если вы забыли или нечаянно указали, допустим, как с рутубом неверный ключ, то есть URL и StreamKey, ну, то дальше, даже если вы указали верный, и, соответственно, даже передернули вот эту перемычку, выключить, включить, у вас ничего не заработает. То есть у вас вот эти все стримы будут рестримиться, а вот это не будет. Конченый Рутуб, у меня к вам по-другому слов нету. Конченый Рутуб не может сделать для своих зрителей постоянный ключ и постоянный URL. Они постоянно меняются. Это тупость невероятная. На всех сервисах, абсолютно всех, которые вы видите, есть ключи постоянные. То есть постоянный URL и постоянный ключ авторизации, который можно использовать. Рутуб не в состоянии это сделать. Я не понимаю, это степень идиотизма в верхней степени. Вы представляете, сколько геморроя? То есть постоянно в настройке менять URL и, соответственно, StreamKey. Ну, это дебилизм. По-другому не назвать, извините. Но не суть. Соответственно, не забудьте, если вы, допустим, забыли поменять ключ от Рутуба,
вам нужно его удалить, вот прям удалить его отсюда и добавить новый рестрим, назвать его, соответственно, как вам удобно, хотите рутуб, хотите как угодно, и, соответственно, вставляете стрим-кей и URL верный, и он тогда заработает, даже если вы стрим уже начали. Если вы просто изменили его в настройках вот этого, то он у вас не пойдет. Имейте этот нюанс в виду. Если данный сервис вам не подходит, это неудобно вам, используйте сервис Restream.io. Restream.io, но есть один нюанс. Этот сервис украинский, он находится в Украине или на Украине, как вам удобно. И, соответственно, они блокируют любые айпишники, связанные с бывшими странами СНГ. То есть, если вы попадаете под этот список, этот сервис вам станет недоступен. Сам сервис удобный, стримит он без косяков, имеет свой собственный чат, то есть как крутой чат, да, или шип-чат. И вы можете его также встраивать в OBS или, соответственно, выводить себе на экран, и даже есть для этого отдельная программульная, ихние фирменные софтины. Если же вы из стран бывшего СНГ, то забудьте про этот сервис. И, соответственно, третий способ рестримить. Это если у вас хороший интернет-поток, хорошая видеокарта. Почему? Объясняю. Потому что если вы, допустим, решили рестримить не через Good Game, а добавить сюда Twitch, Trovo, допустим, вот так вот, да, их по отдельности, то, допустим, вы стримите, допустим, в 9000 битрейт, да? Вы добавили к этому рестрим на Twitch, тоже в 9000, получаете 18 тысяч. Добавили к нему Trovo, еще 9000, да, там, допустим, так стоять, 18 тысяч плюс 9000, да, уже 27 и так далее. У вас интернет не бесконечный. И поверьте мне, видеокарта ваша тоже не бесконечная. То есть количество рестримов, запущенных механическим путем, а не через сервер. Сейчас я вам объясню, что это значит. Давайте еще раз откроем Paint. Вот, допустим, ваша система. Вот ваша система. Это ваш ПК. Вы стримите на YouTube, стримите на Trovo, стримите. Давайте не так. Стримите на Twitch, стримите на Trovo. Блин, а почему так-то? Ну, короче, вы поняли, да? Вот это вот Twitch. Стримите на VK Play. Твоя мать, ты что, издеваешься, что ли? Стримите на VK Play. И в данном случае вы имеете нагрузку на систему и на интернет X4. Понимаете, да? X4. Е-мое. Где там? Побольше. Побольше, я говорю. Что пусть? Я говорю, побольше. Вот это X4. То есть у вас нагрузка на процессор, на видеокарту, на интернет X4. Если вы используете интернет-сервис наподобие Good Game, то у вас все выглядит несколько иначе. Вы стримите на сервис Good Game. Good Game. Эта нагрузка получается X1. А он уже в свою очередь стримит самостоятельно на 4 других сервера. Это на которые вы выберете YouTube, да, на VK Play, на Trovo, на Twitch и любой другой сервис, который вы захотите. Таким образом, у вас нагрузка на систему либо X4 с использованием плагинов, да, или, допустим, есть вот такой плагин, да, для OBS конкретно, а есть еще RuTonyChat, у которого вы можете докупить OBS, у него будет DLC и, соответственно, Restream сервер. И там вы, соответственно, можете добавлять ваши рестримы, да, и при желании их использовать.
Но учитывайте, что система вашу эту прогрузит только так. То есть лучше, конечно, онлайн-сервер. Если у вас очень мощная машина, то почему бы и да. Вперед, дерзайте. Только могу пожелать вам успеха. А в противном случае лучше использовать онлайн-сервис, который оставляет вашу систему не нагруженной. То есть вы, как будто вы стримите на один сервер, и, соответственно, нагрузка у вас будет X1. Почему делаю так именно я? Объясняю. YouTube позволяет вам использовать битрейт 25 тысяч. Он позволяет и больше, но все равно выравнивает их до 25 тысяч, плюс это порог, дальше которого бессмысленно увеличивать. То есть качество картинки не сильно поменяется. И позволяет использовать любое разрешение экрана. И, соответственно, если я установлю, допустим, стрим на Good Game с этим параметром, на Good Game он запустится, на Рутуб он запустится, на YouTube он запустится, а вот на Твиче и Турава у меня будет черный экран. Понимаете, да? Поэтому, когда я здесь добавляю сервис, то есть здесь у меня идет стрим на YouTube, а здесь у меня идет на Good Game. С выводом кодировщик выбирайте. Я выбираю. Так, вот, кстати, список кодировщиков. Вот SVT1 это через процессор. IAOM1. IAOM AVT1 тоже идет через процессор, имейте в виду. Тот, который будет NVIDIA, он так и будет называться NVIDIA, там AV1. Вот, соответственно, HEVC. Вот это вот HEVC. Сцена взять из OBS. Частота из OBS. Битрейт выставляю здесь 6000. Ставлю CBR. Интервал ключевых кадров авто. Максимум B-кадров 2. И, соответственно, предустановка медленный, хороший, высококачественный проход main. Это вот стандартный, который рекомендуется. И на этом все. То есть вот вы настроили на битрейт 6000. Стоп, а разрешение? Разрешение используйте вручную. Вбивайте 1080 x 720. Все, да, понятно. Создали, все, у вас появился новый вывод. Теперь как им пользоваться? Вы нажали начать трансляцию и после этого нажимаете запустить. Если вы не нажали начать трансляцию, нажимаете запустить, у вас плагин не заработает. Вы можете нажать начать трансляцию, если вам это не надо, вы делаете как? Нажимаете начать трансляцию, нажимаете запустить, здесь нажимаете остановить трансляцию, мод этот будет работать. Он будет продолжать работать, даже если вы тут остановили. Но если вы тут не нажали начать трансляцию, то запустить у вас не получится, будет ошибка выдавать. Сначала запускайте в любом случае трансляцию, при любом раскладе сначала нажимаете начать трансляцию, потом нажимаете запустить. А потом уже в любом порядке, неважно. Понятно, да? И, соответственно, у меня здесь раньше было по 4 сервиса, сейчас я пока оставил на один. То есть у меня еще был второй сервис, это на Рутуб, я отдельное качество выкидывал. Потому что, на Рутубе позволяет и 4К выводить. То есть, вот я ненавижу Рутуб, честно говорю, я ненавижу Рутуб, полноценно ненавижу всей своей душой. Но есть один маленький нюанс. Там классный кодек, ребят. Там реально очень классный кодек. То есть вы видите качество картинки почти такой же, какой дает OBS. В Ютубе качество картинки процентов на 70 от исходного. То есть на Рутубе это почти 100% качество картинки, и, это шикарно. То есть там реально без косяков. Мы сравнивали со стримерами несколько записей, которые были сделаны и на Ютубе, и на Рутубе, да, в одной и той же сцене, на одной и той же секунде, минуте, да. Сравниваем две записи. На Ютубе есть артефакты в темных местах, на Рутубе нету. Понимаете? Там качество картинки намного лучше. Вот, имейте это в виду. Так, и последняя справка. Проверьте целостность файлов, проверьте обновления. Если обновление по цифрам, здесь, допустим, 30, а вышло 31 серия, да, то у вас плагин слетит, вам надо будет по новой заходить и качать его, устанавливать. Это несложно в целом, если вы используете экзешник. Проверить целостность файлов, это я уже говорил, перезапустить в безопасный режим. Я думаю, это понятно, что это значит. Это вам все не нужно, по сути. Информация об обновлении, субтитры экспериментально. Пока еще не понял, что это что-то новенькое. Пока это не особо нужно. Док-панели
док-панели, заблокировать док-панели, это чтобы их нельзя было сдвинуть, это понятно. Сбросить док-панели, это понятно, чтобы к исходному положению. Пользовательские док-панели тоже понятно. Здесь выбирайте, что будет показываться, что нет. И тут еще дополнительно, которые вы устанавливали через пользовательские док-панели. Вид полный экран, ну это все понятно. И очень важная вещь — перепаковать записи. Допустим, вы записали в файл МКВ, нужен MP4. Прикиньте, вам не нужно искать дополнительный конвертер, вы просто выбираете здесь файл, который вам нужен. И, соответственно, сюда выбираете тот файл, то разрешение, которое вам нужно. Нажимаете перепаковку, идете курить и пить чаечек, закусывать и так далее. А он за это время вам перепакует файл и сделает это намного быстрее, чем через конвертер. Имейте это в виду. Бывает такое, что вы записали в определенный формат файла, а видеоредактор не работает с ним, не хочет с ним работать категорически, соответственно, это вас спасет. И да, по поводу звука забыл, и по поводу сцен. Так, а я что-то говорю, да, рассказываю. Блин, интересно, с какого момента пауза. Значит, по поводу звука. Открывайте любой звук, 3 точки, фильтры. Очень важная вещь. Добавить и выбирайте. Значит, трехполосный эквалайзер. Меняйте настройки эквалайзера, то есть регулируйте звук. Можете на микрофон, можете на звук, то есть вы можете регулировать любой из источников аудио, который вы сделали дальше. Инвертировать полярность, это право-лево, лево-право. Компрессор очень важный. Очень важный. Степень сжатия. Слушайте, степень сжатия — это увеличение. Увеличение звука. По умолчанию стоит, не помню, насколько я вот поставил здесь. По-моему, по умолчанию так и есть. То есть, если вы добавите, то у меня звук станет намного громче. Но вы этого не оцените, потому что я установил лимитер, ограничитель. Сейчас я до него дойду. Порог срабатывания — это от какого звука он будет увеличивать. То есть, допустим, минус 18, минус это отсюда идет, отсюда начинается минус 0, и погнали до минус 60. Оставьте по умолчанию. Атака — это как быстро будет срабатывать, спад — как быстро он прекратит срабатывать. Допустим, если у вас шумное помещение, вы используете помещение с голыми стенами и у вас экранирует, то лучше, конечно, уменьшить это до минимума, чтобы он моментально прекращал увеличение звука. Выходное усиление. Выходное усиление то же самое, что и здесь, но там технологии другие. Источник приглушения. Давайте разберем этот момент, он тоже важный на самом деле. Допустим, вот у меня есть микрофон, вот у меня есть системный звук, он же звук игры, да. Я хочу, чтобы у меня уровень игры и уровень голоса, звука, да, был на одном уровне. Вы все понимаете прекрасно, что это невозможно. Невозможно, потому что вас тогда не будет слышно. У меня всегда уровень игры стоит до минус 20, а уровень голоса стоит до минус 5. Да, кстати, обратите внимание, если вы ставите минус 10, как это рекомендовано, чтобы он был в желтой полосе, у вас звук будет очень тихий. Да, если вы смотрите запись компьютера, там, каких-то других медиаустройств, это нормально. Но если вы смотрите с телефона, через наушники, через Bluetooth наушники, у вас будет очень тихо слышно. Очень тихо. Ставьте минус 5, не заморачивайтесь. Делайте так, чтобы у вас звук был минус 5. Сейчас мы еще к этому вопросу вернемся, хорошо? Давайте разберемся по пунктам. Значит, добавляйте компрессор, и в компрессор указывайте источник приглушения, микрофон. Порог срабатывания, и выбирайте, допустим, минус, скажем, что там, 40, давайте минус 40. Вот, соответственно, это уровень звука, который будет у данного канала. Это уровень звука, который будет у данного канала. Ставим минус 20. Так, чтобы вам лучше не разорвало. Значит, смотрим фильтры, поставим ограничитель, поставим его на... Ну, давайте на минус 10.
Минус 10 ограничитель, мы сейчас к нему вернемся. И компрессор, значит, почему-то если я ставлю 20, то он на минус 10, если я ставлю 30, то он на минус 20. Тут я без понятия, тогда сами определитесь. Но, в общем, не суть. Значит, смотрите, пока я молчу, уровень звука будет доходить до минус 10. Как только я начинаю говорить, звук падает до минус 20. Смотрите. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А вот до минус 30 падает, как положено. В общем, так это работает. То есть вы можете играть одновременно, у вас может быть звук игры до максимума, но при этом, когда вы говорите, звук приглушается и вас замечательно слышно. Так, по поводу компрессора мы разобрались. И, значит, продолжаем. Так, надо снять лишние фильтры, да? Компрессор удалить. Удалить. Да. Лимитер, зачем он нужен? Вот у вас есть голос, и если его снять, то ваш голос будет настолько громким, что он просто порвет уши и барабанные перепонки, а может быть кому-то и повредит динамики вашего устройства, ну, того, кто смотрит. Чтобы этого не происходило, ставьте лимитер. Вы можете максимально бесконечно увеличивать уровень громкости вашего микрофона, выходной линии, но есть ограничитель, и он помогает вам сберечь уши ваших зрителей, а также динамики и, соответственно, нервы. Я всегда его ставлю на минус 5, то есть выше вот этого значения звук не уйдет. То есть зашкаливать звук не будет репить, не будет хрипеть и так далее. На игру, то есть на системную линию, я всегда ставлю минус 20, чтобы звук доходил до конца зеленой отметки. Это максимально комфортный звук, тогда и игру хорошо слышно, и вас хорошо слышно. То есть у меня абсолютно на всех аудиоустройствах стоит фильтр, как ограничитель, как минимум минус 5. Это самый минимум, который установлен. Ну, на самом деле, минус 5 у меня только на микрофоне. На всем остальном у меня минус 20. Кроме Дискорда. На Дискорде у меня стоит минус 18,20. Максимально комфортно. То есть это где-то вот здесь, вот, чтобы было чуть громче, чем игра, чтобы голоса игроков были громче, чем игра. Но чтобы их голоса не перекрикивали мой звук. Также на линию Дискорда я поставил шумоподавление. Первое шумоподавление, оно более слабое. Но я оба поставил фильтры. Это Spix, низкое потребление центрального процессора и низкое качество. И второе, более мощное, Air Noise, хорошее качество, большое потребление центрального процессора. Да, он действительно жрет процессор, но при этом качество звука он выдает наиболее лучшее. И на микрофоне, как вы понимаете, у меня стоят абсолютно то же самое, плюс еще пропускной уровень шума. Каждый микрофон ваш издает определенный уровень шума. То есть это шипение, гудение там и так далее. Зависит от модели микрофона, зависит от наличия встроенной платы в микрофон. То есть, допустим, все микрофоны фирмы Fifine имеют встроенную плату, которая чистит звук. Не идеально, но чистит. Если, допустим, у вас микрофон фирмы BM800 китайский, да, то в нем платы нету. Есть аналоги, которые продаются под этой маркой, но там встроенные платы. Они даже делают еще хуже, чем родной микрофон. Есть микрофоны дешевые, там за 150 рублей, да, а-ля какие там есть, ну, можете перечислить в комментариях, неважно, Свен там и так далее. Они вообще без всяких фильтров, плюс они не... Как там, они кардиодные. Господи, нет, не кардиодные, херню сказал. Короче, дешеванские микрофоны, и качество у них... Ну, кстати, качество вот с помощью всех этих настроек, всех вместе, можно добиться чуть ли не студийного качества, которое, ну, редко кто отличит. Тут вопрос заморочка. Хотите вы заморачиваться, не хотите вы заморачиваться. Дальше, значит, длительность, вернее, верхний порог. Это верхний порог по вот этой шкале. От какого момента будет он работать? Нижний порог — это на каком моменте он перестает отфильтровывать шум. Поставили минус 26, все, что идет больше, чем минус 26, он не фильтрует. То есть это интуитивно, я рекомендую ставить по умолчанию. Длительность атаки — это как долго
он будет реагировать на этот звук, то есть если звук попадает в эти критерии, то есть есть гудень, допустим, да, вот я так делаю, и вот на этот если он попадет в эти 25 миллисекунд, и по уровню звука он тоже будет не выше вот этого порога, то он, соответственно, попадет в это значение, и он будет приглушен, да, допустим, попробуем. Вот он сейчас приглушил, я тихо говорил. Дальше длительность задержки. Боже, дай бог памяти. Длительность задержки. Не помню. Не помню. Длительность задержки — это, по-моему, время реакции срабатывания. Ну и длительность затухания — это как быстро он прекратит фильтровать этот шум. То есть есть плавный спад, допустим. А есть... То есть, чем ниже эта цифра, тем реже он будет отрезать этот звук. И если вы обратили внимание, на некоторых разговорных стримах, на записи типа вот этой, когда вы замолкаете, звук у кого-то медленно уходит, и это, если честно, раздражает. Поэтому я ставлю более резкую атаку. Усиление — это усиление линии конкретно, которая применяется. То есть вам надо добавить через... усилить звук микрофона, допустим, вы в настройках усиления, в настройках микрофона в его свойствах поставили максимальное значение, но вам этого мало, он у вас не доходит до вот этого значения, и тогда вы его прибавляете здесь. Ограничитель, соответственно, это ограничитель, то есть не дает звуку уйти дальше. Так, по фильтрам звука мы с вами закончили. По расширенным свойствам микрофона, звуковые дорожки, которые вы записываете, мы тоже поговорили. Еще есть моменты, вы можете прослушать, как звучит та или иная линия, если выберете прослушивание и вывод. Если поставите только прослушивание, заглушить вывод, то в этом случае дорожка не выводится. И ни на записи, ни на стрим она не попадет. Будьте очень внимательны в этом плане. В том числе в Streamlabs. Оно там называется чуть-чуть по-другому. Включайте мозг, смотрите. Если у вас микрофон, ставьте вот здесь галочку «Моно», чтобы звук раздваивался и налево, и направо. Понимаете, да? Если... допустим, у вас галочка не стоит, то когда человек будет слушать ваш стрим в наушниках, то у вас голос будет у него только в одном ухе, только в одном. Поэтому обязательно ставьте моно, чтобы это говорит о том, что у вас мономикрофон, и звук будет раздваиваться и налево, и направо, чтобы у того, кто слушал, не было дефицита. Он меня не охреневал, у него музыка в одном ухе, и голос в другом ухе, и так далее. Все. Ну и, соответственно, только активные источники. Он скрывает источники, которые не активны. Это со сцен, с различных и так далее. Поэтому ставьте галочку, чтобы потом не морожиться в этом. И по сценам. Вы захватили игру. На ней также можно добавить фильтры. Это тоже очень важно. Так, давайте здесь закроем. Вот, допустим, пример танков. Я всегда ставлю один и тот же фильтр, это коррекция цвета. В нем я меняю только гамму. Обратите на это внимание, это очень важно. Сейчас давайте я запущу танки, чтобы вы это увидели. Пауза. Ну вот, соответственно, я делаю вот так вот. Переношу сюда и смотрю, чтобы картинка вот тут совпадала с картинкой вот здесь. Особенно обращаю внимание на темные места. Допустим, здесь затемнение начинается где-то вот здесь с облаков. И здесь темные места также, как видите, начинаются с темных облаков. Вот на темные участки я смотрю, чтобы они... То есть, когда картинка отличается, то затемнение вы увидите, что оно начинается где-то с другого места, да, и вы понимаете, что у вас что-то здесь не так настроено. Поэтому, когда делаете фильтры, пум-пум-пум-пум, вот, фильтры, то, соответственно, ставьте. Иногда в некоторых темных играх, например, таких как Penumbra, да, в особо темных местах приходится ставить аж до 40 доходит. Серьезно. А в некоторых играх бывает так, что ставишь 0.5, и этого вполне хватает. Бывает вообще ничего не меняешь. Тоже бывает такое. Значит, кадрирование. Кадрирование ставится счетчик кадрирования, ну типа FPS. Коррекция цвета. Мы только что с вами. Задержка отображения. Вот это я не знаю, что такое. Но я думаю, оно соответствует полностью. Ну, то есть, как задержка на стриме, там мало и так далее. Из того, что вам нужно реально, маска отображения. Это альфа-канал вы указываете, если у вас используются какие-то зеленые места. Кстати, если у вас есть донат,
Так, закрыть. Если у вас есть донат, и на нем используются картинки с зеленым полем, на нем используйте... Вот у меня хромакей, видите? Тип ключевого цвета. Ставите зеленый, и все. У вас, соответственно, донат будет с использованием хромакея. То есть зеленые места будут не видны, то есть будут прозрачными. Имейте это в виду. Значит, здесь плюс-минус одинаковая история. Примерно то же самое. Масштаб соотношения сторон. Бикубический. Ну, это то же самое, короче. Вы можете картинку увеличить, уменьшать и применять к ней параметры масштабирования. Так, применить лучше, что это у нас. Я, честно говоря, сейчас только некоторые вещи с вами узнаю. Информация настройки применяется только к видео SDR. Путь. Не знаю, что это такое, короче. Разберусь. Это не особо важно, на самом деле. Пока что. Для начала стрима, для того, чтобы вы ознакомились более подробно с OBS уже на уровне почти профессионала, то это... Ну, вот это все, короче, это все, что ниже, это касательно коррекции цвета. Оно, по сути, вам не нужно использовать. Это все, что вам нужно сейчас, на данный момент, это коррекция цвета и хромакей. Хромакей или... И это масштаб соотношения маска изображения смешивания. Ну, вот, если это браузер, то у него будет это хромакей. Видите, да? То есть здесь фильтр аудио, здесь фильтры эффектов. Еще что-то очень важное хотел добавить. Да, смотрите, сцены. Допустим, у меня есть захват игры. Когда мне придет донат, на стриме вы этот донат не увидите. Знаете почему? Потому что сцена находится наверху. Здесь порядок такой. Допустим, все, что находится выше, оно будет отображаться. В первую очередь, под ним будет отображаться то, что ниже, под ним будет отображаться то, что ниже, и так далее. Если я сейчас танки, то есть захват игры, перенесу на первый план, то у вас на первом плане будут танки. А захват экрана будет на последнем, видите, да? Вот, если захват экрана перенесу на первый план, то на первом плане будет захват игры. То же самое с донатами. Чтобы донаты были видны, мне надо перенести танки в самый низ. И тогда все, что вот здесь вот настроено, будет отображаться. Значит, по поводу донатов еще один такой нюанс. Бывает так, что донаты залипают, донаты вам приходят, оповещение не отработало. И как это исправить? Ответ: никак. Вот никак. Вы нажимаете обновить кэш текущей страницы, ни хрена не поможет. Единственное решение: удалить этот донат и по новой его добавить. Это уже какой-то косяк OBS. Что у него там не срастается с Donation Alerts, я не знаю, но факт остается в том, что помогает только удаление и добавить по новой. И еще забыл один немаловажный момент, это формат файла при выборе записи. Вы можете выбрать любой, который вы захотите, но помните, что с большинством из этих файлов редакторы работать не будут. Они будут работать с PLV, с MP4, MKV, да, в среднем так. При этом не каждый этот файл позволяет использовать видеозапись, которая была повреждена в процессе записи. Допустим, у вас отрубили электричество, вы случайно рубанули OBS или еще что-то, или компьютер у вас завис, причин может быть множество. Если вы записываете в МКВ, матрешка — это единственный формат, который из тех файлов, которые можно вырубить в любой момент, и при этом запись не испортится. Матрешка МКВ, то его можно будет отредактировать. Если вы поставили MP4 или иже с ними, то после того, как у вас крашнулся OBS, система или электричество, или еще какие погодные условия, вы больше видеозапись вашу не увидите. Если у вас вопрос записи 15 минут, конечно, это не проблема, но представьте, что вы на игре, допустим, записываете там час, 2, 3, 4 часа игры, и вдруг у вас бац, и все это дело падает. Это будет колоссальная потеря, невосполнимая, и нервов вы здесь потратите миллион. Поэтому я всегда рекомендую выставлять МКВ формат файла. Вроде все. Если что-то еще будет, как-то пишите в комментариях, постараюсь вам подсказать.
Всем спасибо, что смотрели данное видео. Надеюсь, я смог вам помочь. Ставьте лайки, рекомендуйте друзьям, оставайтесь со мной на канале. Смотрите другие видео из канала продвижения. Там будет очень много полезной информации для настроек, для продвижения, для понимания, как работает YouTube. Всех люблю, целую. Всем удачи, всем пока-пока. С вами был Just Go Game. I'm a mess, wanna guess how we're gonna lose stress. I'm a mess, don't guess, do you wanna be undressed? I'm a